Воистину дивное место ожидало нас спустя несколько километров далее города Бахмача. Здесь, фактически незаметно, заканчивается городская окраина, и село под названием Тиница берет свое начало извилистой длинной улицей, следуя по которой мы прибываем к искомому месту – уникальному старинному архитектурному комплексу строений, датируемому XVIII веком. Село Тиница, расположенное в современном Нежинском районе Черниговской области, обрело свое название, согласно одной из версий, благодаря расположению у верховья двух рек – Малого Ромена и Борзенки. Таким образом, основой названия населенного пункта служит слово украинскую «стиналися» или также «на перетині». Впервые Тиница упоминается в исторических сводках, датируемых 1659 годом, а с конца XVIII столетия берет свое начало явление в этих краях Тиницкого парка с его неотъемлемым составляющим в виде комплекса архитектурных строений, владельцами которых были дворяне из знаменитого выдающегося рода Галаганов и Кочубеев, связанных между собой семейными узами. На входе в Тиницкий парк, предшествующем длинной аллее, установлены два рустованных столба, вероятно являющимися в прошлом элементами цельной ограды, а ныне они выглядят обособленным декоративным порталом, этаким напоминанием о бывшем лоске. Сразу за зданием местного фермерского хозяйства пролегает аллея вглубь Тиницкого парка. Часть деревьев, высаженных вдоль дороги, была срублена, а рядом с оставшимися пеньками высажены совсем молоденькие елочки, которые в будущем вырастут на замену старым стволам. Пройдя далее вглубь сада, первыми нам встречаются двухэтажное строение и небольшое здание хозяйственного назначения через дорогу, напрочь заросшее растительностью. Согласно данным из открытых источников, с 1822 года обустройством родового поместья занималась Елена Васильевна Маюрова в девичестве Кочубей. Она являлась дочкой Новгород-Северского губернского маршала Василия Васильевича Кочубея и свое детство провела, проживая с семьей в селе Ярославец нынешнего Кролевецкого района Сумской области. Забегая наперед, спешу отметить, что гостевой флигель, чем и являлось в прошлом это двухэтажное старинное здание, своей формой и стилем оформления очень схож с ярославецким. Прямоугольный в плане, выполненный из кирпича, украшен под крышей и по контуру второго этажа карнизом с редко посаженными сухариками. Оконные и дверные проемы первого этажа увенчаны дугообразными сандриками, а окна второго этажа – горизонтальными. В целом, строение имеет черты классицизма, строгое и элегантное одновременно, без излишних декоративных надстроек. У крыльца в обилии раскидан кирпич, на котором отчетливо виднеется клеймо, буквы «С» и «Ш». Мне удалось узнать, что похожий материал находили в Киеве, где, собственно, он и производился. Установить инициалы заводчика, увы, не удалось. Под лестницей на второй этаж имеется некое подобие рукомойника, от которого выходит труба наружу. В здании царит тотальное запустение и разруха. Печи разобраны подчистую, а стены разрисованы вандалами.
От постоянно царящей здесь влаги помещения разрушаются. Особенно пострадала угловая дальняя комната флигеля, где обвалилась часть крыши со стеной. Интересную особенность мы обнаружили у входа в подвальное помещение. Увесистый обломок каменной породы, нетипичный для этой местности, находится среди обломков кирпича. Похоже, он служил составляющим элементом подстенка. В начале 19 столетия Елена Васильевна получит наследство от матери, в числе которого будет состоять имение в Тинице, а спустя несколько лет юная Кочубей станет женой генерал-полицмейстера Алексея Ивановича Маюрова. Некоторое время молодожены проживали в Ярославце, а немногим позже обосновались в Тинице, где по инициативе Елены Васильевны будут проводиться основательные работы по обустройству села и родового имения, остатки которого сохранились до нынешних времен в настолько ужасном состоянии. Здание через дорогу от гостевого флигеля выполняло роль кладовой. В густой растительности скрывается еще один прекрасный экземпляр старинного зодчества, выполненного с использованием элементов романтизма в стиле. Помещение кладовой небольшое. Перекрытие второго этажа обвалилось вместе с покрытием пола, частично растащенным на хозяйственные нужды. Двухэтажное квадратное строение имеет пристройку в виде деревянной веранды, доски которой исчезли в неизвестном направлении. Стены первого этажа декорированы стрельчатыми арками с круглыми нишами между ними, а вход – пилястрами. Несмотря на романтическое начало отношений и дальнейшие счастливо прожитые в супружестве годы, Алексей Иванович с Еленой Васильевной не смогли обзавестись детьми. Маюров, поглощенный работой, сведет на нет общение с женой, а гораздо позднее, уже проживая в Одессе, будет пребывать в неофициальной связи с Катериной Васильевной Власто. Последним владельцем Тиницкого имения, согласно одним источникам, являлись Василий Аркадьевич Кочубей с женой Марией Алексеевной Капнист, а по другим данным Мария Ивановна Драгневич, супруга Василия Васильевича Кочубея, являющегося братом Елены Васильевны Маюровой, скончавшейся в 1863 году. Старинная усадьба Кочубеев провалилась под землю, а ее былой внешний вид нынче можно созерцать лишь на старых фотографиях. Со слов местного жителя, усадьба долгое время пустовала. В период непогоды дерево упало на здание, сильно повредив крышу. Перекрытия пола прогнили
и под тяжестью стен рухнула вся конструкция, похоронив памятник архитектурного наследия с охранным статусом в его собственном подвале. Кирпичная одноэтажная усадьба имела в своем стиле оформления черты классицизма и модерна. Прямоугольное здание в плане обладало 3 входами, один из которых вел в подвальное помещение. С тыльной стороны окна были разделены пилястрами в виде колонн, а в фасадной части – рустованными. Над единственным сохранившимся входом виднеется дугообразный рустованный сандрик. Под крышей на фото можно разглядеть декоративный карниз с редко посаженными сухариками. Согласно информации из книги «Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР», примечательно то, что усадьба являлась, цитата, «интересным примером почти не сохранившихся усадебных домов XVIII столетия на левобережной Украине, равно как и архитектурный комплекс Покорщина из поселка Козелец, который, благо, еще пока не постигло забвение. Видео о Покорщине размещу в описании». В разгар разбушевавшихся революционных событий начала 20-го столетия, охвативших территорию бывшей Российской империи, семейство Кочубеев было вынуждено экстренно покинуть Тиницкое родовое имение и бежать за границу. В 1921 году, уже при советской власти, на базе усадьбы была организована сельскохозяйственная школа, которая гораздо позднее преобразуется в ПТУ. Во время Второй мировой войны здесь также располагался лазарет. Кладовая после пожара в 1917 году долгое время простаивала без нужды, до капитального ремонта, произведенного 50 годами позже. Здесь будет открыт школьный спортзал для тиницкой молодежи. Флигель приспособили под общежитие и библиотеку. Также в нем проводили обучение начальных классов. Когда учебные учреждения расформировали, исторические строения опустели и поныне никем более не востребованы, кроме редких туристов, которые пожелают добраться сюда по разбитой дороге. Интересно то, что приусадебный парк, размещенный на 70 гектарах земли, до начала революционных событий был огорожен и охранялся. Великолепный парк с ландшафтным дизайном, озером, прогулочными аллеями ныне зарос и составляет оставшиеся 32 гектара, где с трудом угадывается былая роскошь. Существует легенда, якобы при Советском Союзе школьниками был найден схрон с монетками, а в кладовой Кочубеи хранили окровавленную одежду своего предка, Василия Леонтьевича, казненного за предательство Мазепой. Еще одно заинтересовавшее нас здание расположено при входе в парк и, похоже, служило сараем для скота. После расформирования учебного учреждения, судя по всему, часть документации и служебного инвентаря было размещено здесь на хранение. Под ногами лежат советские индивидуальные аптечки с отсутствующим опиумным средством, промедолом, противогазы, различного вида документы и другие вещи, ныне не представляющих никакой ценности, равно как и уникальный исторический архитектурный комплекс, исходя из его текущего состояния, который более не нуждается в охранном статусе.